продолжаем. Здесь у нас будет небольшой кусочек такой, он достаточно простой, но заказчик нам сказал это выполнить, поэтому мы будем выполнять. И мы, кстати, здесь столкнемся с нашим первым багом. И это элемент называется Radio Button. Radio Button. Вот, то есть наши кнопочки, которые вот переключают все. Ну, как всегда, ой, извиняюсь, как всегда, начнем с нашей необходимой структуры. Как вы можете уже догадаться, это будет класс Radio Button. Точнее, если мы говорим про тест, то это будет тест Radio Button. Вот. Тест Radio Button. Проверка у нас будет одна. У нас будет проверка, один тест, который будет как раз таки проверять кликнутость этих радиобаттонов. Поэтому мы пишем тест Radio Button. Ну, как вы могли заметить, ну или видите, что этот тест особо ничем особенным не отличается, ну, в том плане, что нет смысла там его как-то мудрить. Ну, обычный тест, радиобаттон и все. И этим все сказано, этим все понятно. Можно сразу вот таким образом, значит, копировать это дело, исправить на тест на радиобаттон, исправили на радиобаттон page. Далее здесь у нас так, Radio Button Page, соответственно, тут такая же ситуация, и так, и скопировали все это дело to here. Вот так вот. Как мы знаем, что у нас здесь все ругается, поскольку нету нашей пейджи. Также тут тоже мы создаем класс, который будет называться Radio Button Page. И наследуемся по классике от Base Page. Далее здесь уже что у нас интересного, как вы можете видеть. Ну, смотрите, ну, так вот, еще интересный, кстати говоря, здесь момент могу показать, нет способов. Нам нужно просто, мы кликаем на, и вот видите, мы здесь не можем кликнуть. Мы кликаем на элемент. Тут у нас появляется информация, что выбрано. И все. Они, причем, то есть title радиобаттона и title кнопки, они одинаковые. И даже по формату. То есть практически плевое дело. Плевое дело. Поэтому, как вы можете догадаться, хотя, знаете, нет, я делаю следующим образом. Я предлагаю вам написать проверку, метод клика на кнопку, проверку, вот этот оформить весь этот тест. И потом, после того, как вы это сделаете, вы можете продолжить смотреть, ну и посмотреть, как делаю это я. Вот, можно сравнить, можно не сравнивать, просто ради практики попробовать не просто под копирку, но не заглядывайте в гид. И самостоятельно напишите. Вот сейчас я подожду ровно 5 секунд. И за это, после 5 секунд продолжу рассказывать дальше, а вы ставьте видео на паузу и выполняйте маленькое задание. Поехали. Первое, что нам нужно, и одна из самых таких логичных функций, нам нужен клик. Функция клик on the radio button. Здесь мы пока что... Смотрите, что я хочу сделать. Мы можем сделать два варианта. Один из самых простых вариантов, какой можно придумать, это, например,
ну, как у нас там называется, вот вы видите, что у нас они, в принципе, все одинаковые, кроме последнего, у нас он там задисайбленный, вот, что не должно быть. Вот. Также у каждого есть свой личный айдишник. Фактически на текст я нажимаю, он работает. Соответственно, я могу использовать либо класс, то есть взять класс, у него будет целый список элементов, и из этого списка элементов, как мы делали, то есть там через for цикл пробегаем по каждому элементу, кликаем, смотрим потом после каждого клика, что у него здесь, допустим, выбрался yes или там что-то еще, я его сохраняю себе, сравниваю сохраняю это в массив все клики, сохраняю в массив все выпавшие результаты и сравниваю их между собой. Если все окей, то все окей. Да, можно сделать так. А можно сделать немножко по-другому. Тот способ, который сейчас я сделаю, он несколько громоздкий, но его интересно можно использовать в разных других местах. Но так как это пример достаточно простой, вам будет понятно, как это работает. Ну, в принципе, кто знаком с Python разработкой, для него вряд ли это будет сложностью. Возможно, даже есть какое-то решение более экстравагантное и интересное. Я предлагаю воспользоваться словарем. То есть мы такой некий аргумент сделаем choice. То есть, когда мы будем вызывать эту функцию, мы будем вызывать этот метод, мы будем писать еще определенный тип выбора. То есть мы знаем, мы видим, что у нас 3 радиобаттона. Поэтому у нас есть yes, impressive и no. И у нас, значит, мы создаем такой вот словарик, в котором будет ключ yes. Потом будет ключ impressive, что-то там, и no, что-то там, значит, окей. Мы видим, что значит у нас, так, ну-ка давай, подставляйся сюда, вот. Здесь мы добавим наши локаторы. Кстати говоря, забыл указать волшебный наш любимый locators. И locators у нас будет radio button page locators. Здесь все это дело копируем. Подготовка, она достаточно, конечно, она всегда, ну, в некотором роде скучная, потому что это повторение одних и тех же действий. Ну, то есть текст разный, значения разные, но фактически мы знаем, что нам надо сделать. И, кстати говоря, не всегда это плохо, потому что бывает такой вот сложный ступор белого листа, поскольку ты сидишь и понимаешь, так, сейчас я напишу локатор, это понятно, а что же делать дальше? И сидишь, не пишешь ничего, вот так вот смотришь тупо на сайт, на это и думаешь в своей голове. Это неправильно. И вот такие однообразные действия, которые подготавливают наш тест, вот эти прекрасные, замечательные действия, они нам позволяют включить свой мозг в работу, и уже пока вы напишете эти локаторы, у вас уже возникнут идеи, каким образом мне написать, там, проверить то или иное место. Локаторы, я думаю, уже всем достаточно известны. Это yes, no, и yes, impressive и no. Это первые 3 локатора. No radio. Так, сделали и output result. Output result у нас что? У нас имеет класс. Ну вот, когда дело мы имеем с классом, то я обычно, ну, можно так сделать, допустим, p. То есть мы видим, что у нас находится это все в теге параграф, то есть p, тег p, потом пишем span, уже как бы выделили, но для чистоты класс, текст success значение. Вот. И вот так вот это все дело добавили. Вот у нас output result. Вроде все есть. Казалось бы, никаких проблем с этим нет. Ну давайте попробуем. Так,
И в итоге у нас что? Yes локатор, это у нас self locators. Мы забыли импортировать. Так, self locators. И у нас там что? У нас yes или там радио? Нет. Yes радио button. Радио button. Далее у нас, значит, нам нужно что сделать в этом случае? Нам нужен элемент, выбрать этот элемент, чтобы на него кликать. То есть self элемент is present, то есть нам нужно, точнее, неправильно даже сказал, is visible, потому что клик нам нужно на него совершить. И в качестве локатора будет выходить, то есть вот этот вот из вот этого словаря choices мы выбираем локатор, который будет аргументом, то есть здесь. То есть мы можем сказать, будет здесь, например, yes. Мы пишем в эту функцию yes. И здесь, значит, проверяется так. У нас в choices ключ yes вот совпадает и добавляется локатор yes button. И потом, после этого, для, так сказать, чистоты, мы далее делаем уже клик и все. То есть фактически даже нет необходимости нам как бы больше ничего делать. То есть у нас просто мы взяли элемент и кликнули по нему. Далее нам нужно получить output. Output result. Так, а здесь, тоже все достаточно просто. Я думаю, сразу можно возвращать self. Здесь нам уже достаточно presence. Self locators. Так, locators. Self locators output result. Все. Ладно, не все, конечно, нам нужно написать еще текст. Вот. И теперь давайте проверим, будет это работать или нет. Во-первых, классики жанра мы импортируем. Второй момент. Мы берем радио button page. Потом, значит, клик радио button. Мы понимаем, что у нас здесь 3 клика. Во-первых, это yes. Во-вторых, это impressive. И в-третьих, это no. И output result. И далее мы пишем радио. Даже, знаете, как бы после каждого, у нас же результат каждый раз выходит такой. То есть каждый раз после выполнения, после клика на кнопку, мы делаем output yes равно radio button page get output result. Вот. И да, немного получается impressive. А здесь получается у нас no. И нам нужно 3 assert сделать. Assertion. И первый у нас, значит, если у нас output yes равен yes, мы точно знаем, потому что мы это как бы, конкретно указываем. Output impressive. Кстати говоря, к слову, что очень получается много. Допустим, там ассершенов и разных строк. Можно было это сделать, конечно же, в 2 строки. Одной функции мы пробегаем, прокликиваем, все сохраняем в массив. Другой тоже прокликиваем, все сохраняем в массив. Потом объединяем это, и получается один assertion, который сравнивает 2 массива. Но в случае, мы уже проходили на прошлых каких-то наших там видео момент, когда 2 массива
короче, где-то возникает ошибка, и потом возникает вопрос, где она возникает, с каким button надо разбираться. В данном случае, там, где ошибка возникнет, мы сразу поймем, потому что у нас независимо проверяются каждый радиобаттон. Но это опять-таки один из способов. Самое главное, это работает. Если работает, значит все хорошо. Если не работает, значит с этим надо что-то делать, что логично. Вот поэтому пишем output no, и у нас no. Ну что ж, я думаю, пора запустить. Посмотрим, что из этого получилось. Смотрите, у нас ничего не происходит. Возникает какая-то проблема. Timeout exception. Что-то даже и не кликнулось. Что-то даже и не кликнулось. И что же у нас не кликнулось? Visible. Так, у нас не выбирается ни один элемент. Ага. В данном случае yes. То есть у нас даже первый элемент не выбрался. Так, это интересно. Посмотрим, в чем же причина. В чем... Так, ну давайте используем, значит, здесь класс, то есть используем наш родительский класс, чтобы уточнить конкретно, куда кликнуть. Может быть, это поможет. Если это уж не поможет, то используем label. Итак, мы пишем div класс, ну, custom control, и тут используем одну нехитрую вещь, как следующее значение. Можно использовать либо знак вот этот вот, где стрелочка вверх, либо звездочку. Стрелочка вверх, она говорит нам следующее. Найди div с классом, который начинается, вот этот начинается на custom control. То есть, если я хочу вот этот вот класс, но я его назову как-нибудь radio, то он ничего не найдет. Хотя он как бы тут radio есть. А если я выбираю звездочку, то он находит. Потому что звездочка говорит, найди класс, найди div, у которого есть класс со значением, которое содержит радио. Вот. Но для того, чтобы у нас было более точечно, я использую следующий способ, вид записи локатора. Ну и, соответственно, для этого что мы делаем? Мы сюда вписываем... Но нет, увы, через input нам не удается добраться. Поэтому, конечно же, что нам остается? Использовать label. Ну, с лейблом что у нас? У нас лейбл класс. Ну, сделаем тоже подобным образом. Label label класс, который в начале, пусть будет поначалу, чтобы не копировать все на свете, поначалу у нас будет иметь custom control label, label класс, custom control и for, который равен у нас, ну здесь условно yes radio. Вот так вот. Ну теперь тоже заживем, несомненно. Вот, казалось бы, вроде все просто-просто, но возникают иной раз такие вот интересные трудности, которые необходимо решать. Каждая вот это без ошибок нет роста, и поэтому, совершая маленькие ошибки, мы с каждым разом растем. Я считаю, что наблюдение за ошибками это лучше, потому что лучше учиться на чужих ошибках, и поэтому я, скорее всего, подобные ошибки вырезать не буду. Да, это, возможно, увеличит количество воды в видео и увеличит время видео, но если вам нужен просто какой-то готовый фреймворк, самому там разобраться, что нравится, что не нравится, вы можете взять GitHub и там разобраться. Но здесь данное видео я делаю для того, чтобы можно было вести некий диалог и понять, увидеть процесс, как люди вообще могут мыслить, не мыслить там так,
есть ли проблемы у вас с этим. То есть некоторые там будут думать, что о, блин, я так не мыслю. Там, ой, ну или там, не знаю, вы думаете, ой, если вот я там думаю, как-то там делаю ошибки, я там дурак, ничего не понимаю, не знаю, то определенным образом вы увидите, что все делают какие-то ошибки и ведут себя в некотором роде как дурачки иной раз. Но в этом ничего постыдного нет. Вот. Поэтому, пожалуйста, ведите себя ведите себя неграмотно, совершайте ошибки, но обязательно внимайте им, и замечайте их и исправляйте. Итак, поехали, запустим и посмотрим. Ура, клики пошли и упал. Что же случилось? Ну, вы догадались, вы понимаете, что там кнопка была задисейблена, Radio Button. И, естественно, у нас этот тест упал, и он будет всегда упавшим. Это баг, который надо будет заводить. Ну вот, соответственно, yes, все правильно, все хорошо, а вот тут вот упало. Если бы мы делали это два массива, два листа, то у нас бы падали оба. Точнее, все бы падало, и потом мы бы разбирались, говорили, где же тут конкретно несостыковка. А тут сразу видно. Вот. Ждем, что будет no, а появляется impressive. Что за what the fuck? Вот, поэтому здесь на этом тест как бы у нас закончен. Теперь я хочу только, как обычно, по классике описать нашу ошибку. И пишем yes, как обычно, have not been selected. Have not been selected. И пам. Здесь пишем impressive, а здесь пишем no. Ну и проверим вообще, как это может выглядеть. Еще раз запустим. И видим assertion error, no, have not been selected. Ну и все, мы понимаем, все видим, все знаем. Вот, так, на этом тест у нас закончился. Классический наш замечательный commit и push. Так, что у нас, значит, здесь есть? Здесь мы вот уже ничего не делаем. Update element test. Add test. Radio button. Тест radio button. Ну и достаточно. Так. Элемент branch, все окей. Пушим. Делаем все как надо. Все случилось. Все получилось. Смотрим. Значит, в гите у нас там тоже все есть. Если что, если у вас здесь нет, например, элемент branch, то, значит, мы забыли, и вы потом забыли. Надо нажать checkout, чтобы мы переключились на нашу ветку. Но кто работает в консоли, кто молодец, тот, конечно же, давно уже сделал чекаут, скорее всего. Вот, поэтому так. Здесь следующие тесты у нас уже будут, ну, будет посложнее. Это будет такой тест, связанный с таблицами, веб-таблицами. Поэтому ставьте видео на паузу обязательно, приводите свои мысли в порядок, пейте чай, кофе и потом обязательно возвращайтесь.